Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить нежнейший медовый торт с мягкими ароматными коржами и потрясающе вкусным кремом. Тесто готовится очень быстро, ничего раскатывать и варить не надо. Просто все смешали и можно выпекать. Выпекается корж всего 8 минут. Ингредиенты рассчитаны на торт размером 16 на 16 см, высотой 7,5 см и весом килограмм 400 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление с крема. Для крема нам понадобится 640 граммов сметаны. Сметану можно заменить густым жирным натуральным йогуртом. В сметану добавляем 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. И 200 граммов измельченного белого шоколада. Перемешаем, чтобы шоколад был полностью покрыт сметаной. Нагреем все вместе в микроволновой печи или на водяной бане примерно до температуры 50 градусов. Перемешиваем, надо, чтобы шоколад полностью растворился и крем стал однородным. Крем готов, накрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник. Далее тесто готовится очень быстро, поэтому не забудьте сразу включить духовку нагреваться до 180 градусов. В чашу разобьем 2 яйца. Добавим щепотку соли, 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 30 граммов или 2 полные столовые ложки молока, 70 граммов или 7 столовых ложек растительного масла, 70 граммов или 3 столовые ложки жидкого меда. Если у вас мед густой, то 2 столовые ложки, 8 граммов или 1 чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. Просеивая, добавляем 200 граммов или 10 столовых ложек без верха пшеничной муки. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 12 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. Уксус в данном рецепте можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Соберем тесто со стенок, перемешаем по дну. Тесто не густое, легко стекает с лопатки. Делим тесто пополам. Выливаем половину теста на противень, засланный пергаментной бумагой. Равномерно разравниваем тесто по поверхности. Я делаю корж размером 34 на 26 см. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 7-9 минут до красивого золотистого цвета. У меня корж выпекался 8 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит корж готов. Накрываем корж пергаментной бумагой и переворачиваем. Снимаем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался. Сразу обрезаем края. Обрезки убираем в сторону, они нам пригодятся позже. Мы ими украсим готовый торт. Таким же образом выпекаем вторую часть теста. Корж разрезаем на части. Я делаю 2 коржа размером 16 на 16 см и 2 коржа размером 16 на 8 см. Готовые коржи остужаем до комнатной температуры. Остывают коржи очень быстро, буквально за 10-15 минут. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Делим визуально крем на 6 частей и покрываем корж 1/6 частью крема. Если вы взвешиваете на весах, то это 140 граммов на 1 корж. Выкладываем второй корж. Второй корж у меня состоит из 2 половинок. Я готовлю квадратный высокий торт, поэтому разрезала коржи таким образом. Корж покрываем кремом. Крем разравниваем. Выкладываем третий корж. Корж слегка придавливаем. Так, чередуя коржи и крем, формируем весь торт. Торт будет состоять из 6 коржей и 6 слоев крема.
Покрываем последний корж кремом и убираем торт в холодильник на 5-6 часов, чтобы торт пропитался и стабилизировался. Я обычно убираю на ночь. После холодильника освобождаем торт от формы и пленки. Кремом, который остался на ацетатной пленке, обмазываем края торта. Если крема с пленки вам не хватит, то можно обмазать края просто сметаной. Обрезанные кусочки измельчаем в блендере в крошку. Если блендера нет, то можно сложить их в пищевой пакет и измельчить скалкой. Обсыпаем крошкой весь торт. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт очень вкусный, нежный, мягкий, ароматный. Прекрасный торт как для домашнего чаепития, так и для встречи гостей. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.